Юрий, насколько вы увидели, что все плохо у команды Трампа, когда приезжал Джей Ди Венс, когда при этом, я так понимаю, на более хороших позитивных волнах приезжали Харрис и Уоллс, выступали перед избирателями в Висконсине. Для наших зрителей напомню, Висконсин — один из 7 так называемых swing states, колеблющихся штатов. Насколько непоколебимо при этом выглядит команда Камалы Харрис и Тима Уоллса, и насколько при этом проблемно чувствовалась, ну, то ли риторика, то ли вообще неуверенность Венса, или я, возможно, сильно пока радикально это размежевываю. Знаете, надо признать честно, что у нас в Висконсине, в общем-то, пополам напополам. Это означает, что вы будете в районах, в которых будут стоять надписи в большом количестве раньше Байдена, теперь Харрис. И вы будете проезжать по дорогам сельским, где будут гигантские плакаты с надписью «Трамп». Хотя я не вижу «Трамп-Венс». Один Трамп. Трамп-Венс только на ралли, на надписи, на подиуме. А остальное везде надписи только Трамп. Такое ощущение, что он уже съел этого Джей Ди Венса. И люди просто, знаете, люди собираются на ралли Трампа, потому что это такое шоу, непонятно, что он скажет, такой цирк. В общем, давайте пойдем посмотрим. Правда, после покушения, мне кажется, это как-то изменило настроение. И, возможно, то, что он выступает в Монтане, то, что он выступает в закрытых помещениях, это говорит, ну просто, мне кажется, сдувается этот шарик. В это время люди съезжаются у нас в Висконсине на ралли Камалы Харрис. И 10 тысяч в Висконсине, больше 10 тысяч. Вчера была Аризона, было 15 тысяч людей там было на стадионе. Люди собираются заранее, песни поют, радуются, скандируют США, USA. Это очень бесит трампистов, потому что они считали, что Америка — это их. Что они, значит, тут главные патриоты. И, значит, только они могут скандировать США, а все остальные, значит, ненавидят Америку. Но шутка в том, что как раз Америку ненавидят трамписты. Они очень недовольны той Америкой, в которой они сейчас живут. Очень совпадает с русским миром, который, с одной стороны, Америку ненавидит, с другой стороны, хотел бы туда переехать. Или старые иммигранты, которые говорят: это не та Америка, в которую я приехал. О чем это говорит? То, что они не любят страну, в которой они сейчас живут. А демократы, наоборот, гонят здесь волну надежды. И очень интересно, правда, наблюдать. Мне хочется отметить роль Байдена во всем этом, потому что дедушка Байден возглавил теперь государство. Он, значит, капитан, как из Стартрека, это, значит, который, значит, возможно, его корабль потерпит крушение, но он берет, значит, на себя, значит, президент, он вышел из гонки, но он продолжает, значит, делать важную роль. И в чем заключается его важная роль? Он говорит о том, что Трамп будет пытаться захватить выборы после того, как он их проиграет. Это очень важный раздел, потому что Байден говорит об этом, хотя он напутал, как сказать, если бы он был кандидатом, у всех был бы сердечный приступ. Но поскольку он теперь только президент, то когда он говорит, будет проблемы со сменой властью, если Трамп выиграет, ой, простите, я перепутал. Мы говорим: дедушка Байден, хорошо, перепутал, нормально, так тоже можно. Да, Трамп пытается, значит, стащить выборы. Только что была новость, что в Джорджии людям, которые сертифицируют выборы, дали больше возможности задавать вопросы и оспаривать результаты. Все это, вот это является сейчас реальностью, о которой нас предупреждает действующий президент. А в это время Камала Харрис, когда и на ралли начинают скандировать lock him up, арестуйте его, как скандировали по поводу Хиллари Клинтон. Камала Харрис говорит: нет. Пусть им займутся суды и криминальная система. Наша задача — победить его на выборах. То есть она говорит про выборы, и не надо думать дальше. Давайте только вот сейчас его выбирать. А в это время Тим Уоллс, ее вице-президент, просто рассказывает всем, какая прекрасная Камала Харрис, какая она замечательная. Он настоящий такой рядовой американец, и он полностью за Камалу Харрис. У всех своя задача, все ее выполняют, а народ просто не нарадуется. Уриэль, а как по вашей оценке, насколько сдувается действительно шарик у Трампа, или, возможно, он еще частично наполнен гелием и где-то так витает вверху? Ну, я думаю, что он так и сдувается. Не, я думаю, что это очевидно, что Трамп сейчас боится, и он и реагирует на это. Он очень негативно реагирует. Он только и делает сейчас, что он говорит. Он несколько раз сейчас выступал, говорил, какие у него огромные толпы людей. И вот что у него даже толпа была больше, чем у Мартина Лютера Кинга. Вот, это тяжело поверить. Опять же, вот человек, вот мы там, вот с Байденом очевидно, что Байден стареет.
Очевидно, что он становится слабее, очевидно, что он ошибается, что он хуже говорит и так далее. А Трамп из-за того, что он агрессивный, из-за того, что он громкий, из-за того, что у него нет никакого позора, это менее очевидно. Но вот сейчас, я думаю, мы начинаем это видеть. Позор у него есть, у него нет стыда. Стыда. Ну, вот что я хотел сказать. Спасибо, что поправил. Я все-таки с английского старался перевести слово shame и не совсем правильно перевел. Так, нет, у него нету никакого стыда. Позор, то, что у него полно позора, да, это очевидно. Но ему никогда не стыдно. Вот ему не наплевать на все это, и значит, он просто выступает и говорит все, что угодно. И сейчас мы видим, что он вот то, что он говорит про свои эти топы, то, что он начал какой-то бред нести насчет того, что у него толпа была больше, чем у Мартина Лютера Кинга, и так далее. Это все очень показательно. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что тут есть и риски с точки зрения Камалы Харрис. 42 или 44% из населения считает, что она слишком левая. И вот это все-таки может повлиять на результаты, потому что это все начало же, мы чувствуется, как будто бы уже прошло полгода, но всего лишь же было 3 недели. Да. Это не так уж и много времени. Значит, за все это время мы пока еще не обсуждали настоящую политику. Мы пока еще не обсуждали вот разницу с налогами или с этим, или с другим. И вот я как раз очень надеялся бы, я хотел бы, чтобы были бы про настоящую политику. Но сейчас, к сожалению, наши выборы не про настоящую политику, а просто про демократию, про чувства. И вот то, что вот сейчас есть чувство среди демократов радости, вот то, что они поддерживают Камалу, то, что они очень внушились вот идеей, то, что будет первая женщина президентом США, и то, что дедушка Байден наконец-то ушел, и вот есть это такое чувство, это влиятельно, это важно, но вопрос теперь, что будет происходить в следующие несколько месяцев. Сумеет ли Камала убедить американский народ, что она не тот же самый политик, который она была 4 года назад? Потому что 4 года назад все-таки мы должны это помнить, что она проиграла, и что большинство людей все-таки считали, что она была очень такая слишком левая, и что ее эти позиции были достаточно, опять же, сравнительно радикальны. И вот сейчас она как раз приближается к центру. Я очень надеюсь, что она вместе с Тим Уолтсом сумеют продолжать вот этот прогресс, что они будут дальше продолжать показывать, что они наоборот, что они, в отличие от Трампа, им важна поддержка от большинства американцев, а не только от своих партизанов, что они готовы всем помогать, что они готовы быть лидеры из центра, править из центром. И вот тут мы увидим. Пока еще, я думаю, слишком рано сказать. Но я с Юрием согласен, то, что последние 3 недели были очень позитивные с точки зрения политики в США. То, что я думаю, люди наконец-то просыпаются и видят, кто такой Дональд Трамп, и кто такие, и что вот те, которые против него, это не означает, что они все друг с другом даже соглашаются. Вот это тоже, я скажу последний мой пункт, что те, которые поддерживают Камалу Харрис, они не все демократы. Вот я не считаю себя демократом. Да, я независимый в США. Я не республиканец, я не демократ. Я тут в середине. Но моя тут позиция связана только с идеей поддержки американской демократии. И несмотря на то, что там есть, может быть, и на многие вопросы я не согласен с Камалой, несмотря на это, я понимаю, что если она выиграет, то через 4 года все-таки будут честные выборы. А если Трамп выиграет, А Трамп же говорил, что это, выступая перед верующими, что это могут быть последние выборы. Вот вы расходите, да, если я одержу победу, то голосовать уже больше не придется. В принципе, я думаю, что он там тогда и не лукавил. Юрий, 2 минуты у нас буквально. Соглашаемся ли мы, что сумеют Харрис и Уолтс от лева немного продвигаться больше к центру и сохранить как раз эту динамику и прогресс? И вообще, а сумеет ли уже не за эти 3 недели, а за меньше, чем 3 месяца, эта эмоциональная составляющая перейти и успеть пробраться через обсуждение реальных политических вопросов, да еще и на фоне того, что Трамп вообще не собирается это делать, он продолжает давить именно на эмоциональную компоненту, на личностные обиды, на личностные обращения к Камале Харрис и не только лишь. Понимаете, Ирина, я не уверен, что вы предлагаете выигрышный вариант.
Я понимаю, что Уриэль хотел бы узнать больше о политике, о программе. И многие люди хотели бы узнать о программе. Но задача здесь не программа. Задача здесь выиграть. А сейчас Камала Харрис выигрывает, делает то, что она делает. Читая речи, улыбаясь и показывая всем, какая она прекрасная. Это достаточно. Вот я об этом Пока и им спрашиваю, да, возможно, да. возможно, Что-что? и не на... Вот я как раз и хотела, будет ли вообще этот перелом из эмоций, да, и вот такого настроения в политику, и нужен ли он? Вы знаете, и, возможно, пока что Трамп не смог сломить эту волну. Но надо сказать, что Камала Харрис, во-первых, она не такая уж либеральная. У нее были проблемы 4 года назад, потому что она прокурор, а 4 года назад быть прокурором у демократов было очень непопулярно. А сейчас брат Джорджа Флойда поддержал Тима Уолза. То есть все поддерживают демократов поголовно, так сказать, те, кроме Холка Хогана. Поэтому я думаю, что сейчас у Камалы Харрис проблема, она не против поменять свою политику. Она сказала, что она поддерживает фракинг. Это, значит, до того она была против этого. Но прокурор — это именно то, что сейчас нужно людям. Потому что она, так как она сейчас говорит и общается, это именно то, что нужно для Трампа. А то, что у нее недостаточно разговоров о будущей политике, ну, смотрите на людей, которых она уже имеет в администрации, и на демократический истеблишмент. Потому что политика — это люди, насколько я понимаю. Это будут все те же люди. Возможно, Джейк Салливан уйдет, Энтони Блинкен уйдет, но на их место придут другие компетентные люди, которые будут выполнять политику, продолжать демократическую, цивилизованную политику Соединенных Штатов. Будем смотреть, наблюдать и с эмоциями, но и с аргументами и фактами, как всегда. Сегодня, дорогие друзья, говорю вам спасибо огромнейшее за эту интереснейшую аналитику, за вашу позицию и за поддержку Украины, конечно же. До новых встреч, до свидания, до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго. Уриэль Эпштейн, Юрий Рашкин, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы приходите на наше трио. Пишите свои комментарии во время прямой трансляции, и потом смотрите нас, нам очень приятно. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24 и пишите, что вы думаете. Всегда интересно пообщаться. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.